Через 20 лет после основания Петербурга на его территории проживало всего 30-40 тысяч человек. К началу XIX века эта цифра выросла до 220 тысяч. Затем в городе стали активно строиться фабрики и заводы. В конце 30-х годов XIX века в северной столице работало 300 крупных промышленных предприятий, для которых требовалась дешевая рабочая сила. Вакантные места занимали крестьяне, приезжавшие на заработки в город. Также в Петербурге обосновывались аристократы, купцы, чиновники, студенты. К 1837 году население города увеличилось до 468 тысяч, а еще через 9 лет стало уже 483 тысячи. Из-за активного прироста населения в 30-40-х годах XIX века начали массово возводить доходные дома, здания с несколькими квартирами для сдачи в наем. Строили доходные дома представители разных социальных групп, от богатых купцов до членов императорской фамилии. Бизнес был очень выгодным, поскольку средний доходный дом окупался всего за пару лет, а затем приносил стабильную и солидную прибыль. В XIX веке на долю доходных домов в Петербурге приходилось около 80% построек. Цена зависела от расположения дома. Самое дорогое жилье было в центральных частях Адмиралтейской, Литейной, Казанской. Самые дешевые доходные дома располагались на окраинах, в Нарвской, Выборгской, Александро-Невской частях. Стоимость арендуемого жилья и для знати, и для бедноты составляла около 1/4 семейного бюджета. Примерно такую же сумму тратили на еду. Около 20% квартир во второй половине XIX века были бесплатными. В их число входило служебное жилье, апартаменты для домовладельцев и их прислуги. А вот благотворительных бесплатных квартир был всего лишь 1%. Улица Чайковского считалась одной из самых аристократических улиц Петербурга. Ряд особняков принадлежал крупным сановникам, финансистам и политическим деятелям, графам Апраксиным, дом 32 князю Трубецкому, князьям Борятинским, а позже великой княгине Ольге Александровне, дома 46-48, 1858 год, а к Кальману, дом 53, графине М. Клейн-Михель, дом 33 и другим. Когда-то на месте знаменитой Лиговки был не менее знаменитый Новгородский тракт, большая дорога, на одном конце которой была Москва, на другом Великий Новгород, а в центре поселение в дельте Невы. В те времена это была болотистая местность, по которой с трудом проходили не то что люди, но даже повозки с большими крепкими колесами. Тем не менее, именно тут, на Новгородской дороге, познакомились в свое время будущие строители другого знаменитого проспекта Питера, Невского. С помощью этого тракта также велась торговля между московскими и новгородскими купцами. Когда в 1703 году был основан Санкт-Петербург, и стала активно развиваться городская дорожная сеть, болотистый тракт утратил свое значение, по нему передвигались все реже и реже. В первой четверти XVIII века городские власти решили приспособить его под нужды летнего сада, прорыть здесь канал, который питал бы многочисленные фонтаны роскошной императорской усадьбы. Канал назвали Лиговским. Когда выяснилось, что он не дает достаточной мощности, для фонтанов стали использовать реку Безымянный Ерик. Позже именно поэтому река была названа Фонтанкой, а Лиговский приспособили как резервуар питьевой воды. Но когда в 1777 году в городе случилось наводнение, и вода в канале поднялась со дна, став грязной и замутненной, ее перестали использовать, и Лиговский вновь утратил свое значение. Одно время его водами заполняли озеро Таврического сада, но долгие годы он был просто местом для слива отходов. Постепенно город застраивался, и ко второй половине XIX века оба берега Лиговского канала стали довольно оживленными дорогами. Именно здесь проложили первые в Санкт-Петербурге рельсы, по которым пошла сначала конка, а потом паровой трамвай. Именно здесь располагались слободы дворцовых служителей. Именно здесь жили Федор Михайлович Достоевский и Виссарион Григорьевич Белинский. В начале XX века большую часть канала наконец засыпали, и Лиговка постепенно стала приобретать свой современный внешний вид. Здесь пошел электрический трамвай, стали строиться фабрики и различные общественные учреждения. После окончания Великой Отечественной войны Лиговка, тогда еще улица, стала Сталинградским проспектом, а в 1956 году – Лиговским проспектом. Здесь воздвигли знаменитый концертный зал Октябрьский, сам канал наконец окончательно засыпали, а в конце 20 века открыли одноименную станцию метрополитена.
Наш отпуск окончился почти. Ждем такси. Не знаю, как мы тут будем садиться. Все занято. Такси, кстати, очень дешево. 150 рублей. Наверное, там где-то встал. Точно стоит? Может, пробка просто? В общем, непонятно тут с такси. А, написано ожидает. Седой туман погасит в небе звезды, и ночь накроет тенью все вокруг. Боль, тоска и мрак, жизнь летит во враг, как в грустной песне. Но после ночи наступает утро, луч солнца кипятярить будет вновь. Ну что, ребят, до отправления поезда у нас осталось ровно 2 часа, и мы, как всегда, не изменяя своим традициям, поехали в Окей. Это торговый центр, точнее гипермаркет, который находится в пешей доступности от Ладожского вокзала, с которого мы, собственно говоря, и будем уезжать. Пойдемте посмотрим цены. Тапки 49 рублей. Есть всякие плавки, вон есть 29 рублей на девочку. $299. Там прикольные такие каминчики. 23 тысячи. Это дороже. Она мощная За 1000 рублей, которая? Да. Но не факт. Новогодние костюмы уже выставлены. Пока мы ничего не купили. Винишко. А что такие большие бутылки? 1,5 литра бутылка. Я думаю, что за звук бумага едет? Скумбрия 169 рублей. Фасоль 84. Томаты 89. Вот тоже хорошие цены.
макароны 66, греча 67, 79. Несквик хорошая цена. Так, мы идем за булочками в поезд. Надо немножко взять на всякий случай. В общем, особо ничего не было. Я взял себе 2 рулета с изюмом. Ярик взял себе, что это? Это слойка с маком. Мак и шоколад, короче. Сейчас уже пойдем. Все, мы идем на вокзал. До отправления. Сколько там? Немного. 50 минут. Платформу куда, говорит, положить? Что, вот мы и дома. Время 3 часа ночи. Катя вам, наверное, расскажет увлекательную историю попозже. Когда выспится. Мы там в горах, в Карнавичку. Он сейчас соскучится.